Всем привет! Продолжается наш ленивый отдых на острове Крит. Мы на 7 дней забронировали апартаменты в поселке Ахлия. Об этом уже есть 2 видео на моем канале. Ссылки наверху. И мы продолжаем наслаждаться солнцем, морем, вкусной едой и ничего не деланием. У нас раннее утро. Только что из-за горы встало солнце. И мы идем на наш первый утренний заплыв. У нас сегодня воскресенье, и, как видите, пляж заполнен до отказа. На воскресенье местные сюда приезжают отдыхать. Восточную часть пляжа, как я понял, уже не первый год арендует один парень со своим автовагончиком, так скажем, автолавкой, где продает прохладительные напитки и какую закуску. У него постоянно здесь играет музыка, и он создал себе такой, не себе, а, конечно, для своих гостей, такой релакс-уголок. Какой-то сетью непонятной наверху. Ну, все по своему вкусу.
Вот ко мне сейчас подошел парень, хозяин этого уголочка, спросил, для чего я снимаю. Сказал, для себя. Я заодно спросил, сколько стоит аренда 2 лежаков и зонтика. 10 евро, так же, как и на западной части пляжа, где мы снимаем. Вот эта зона столиков с зонтиками, она совершенно бесплатно, не обслуживается таверной Галини. То есть можно занять его на весь день и ничего не платить за это. А это Таня тут отдыхает у нас. Это наши места. А сзади нас оккупировала большая греческая семья. Сегодня снова обедаем в таверне Галини. Вот такой нам принесли смешной приветственный комплимент. Ну, греческий салат у них неизменно громадных размеров. У меня сегодня баранина. Порция громадная. Ну, у Тани сардины. Тоже не маленькая. Сегодня уже другой комплимент от заведения. Chocolate pie. Так, возвращаемся мы с обеда, и вот у нас такая наглость. Прямо наш дурак станет. Кто? Собака. Вот это наглость. Вообще спит беспробудным сном, даже не слышит. Сегодня понедельник, и, как мы видим, обстановка на пляже совершенно другая. Людей с утра почти нет, к обеду будет побольше, но это несравнимо с воскресеньем. И мы продолжаем наслаждаться этим прекрасным морем. Особый кайф на этом пляже, который мы обнаружили еще несколько лет назад, это лечь на эту приятную мелкую гальку у самой кромки моря, погрузить в нее пальцы и медленно качаться на волнах прибоя. У нас сегодня последний день на Крите полноценный. Улетаем завтра. И напоследок море слегка разыгралось. Но этот пляж еще чем хорош? Вон там в самом конце, в восточной его части, волн практически нет. Там можно спокойно купаться.
Сегодня у нас как бы прощальный обед в таверне Галини. Завтра мы улетаем. Заказали сегодня дорадо. Неизменный графин охлажденного белого вина. Так, ну а сегодня в качестве приветственного комплимента, я так понимаю, тушеный горох нут. Ну что, очень вкусно. Нут, паприка, морковочка, оливковое масло. Вкуснота. И там вот зелень, типа петрушки или кинзы даже. Угу, да, и какая-то еще зелень. Угу. Для возбуждения аппетита классная вещь. Ну, к громадной порции греческого салата мы уже привыкли. Дорадо большая. На двоих в самый раз. Одна порция дорадо на двоих – идеальный вариант. Порции большие, можно сэкономить. Дорадо очень вкусная, без характерного запаха дымка, потому что, скорее всего, приготовлена на электрическом гриле. Но очень вкусная, потому что просто свежая. Еще в этой таверне продают всякие разные варенья. Все домашнее, все самодельное. О, нам принесли комплимент. В этот раз мы заплатили 32 евро. Заканчивается наш ленивый отдых. Мы провели 7 дней в полном релаксе и расслаблении. Завтра мы улетаем. И это место, в котором мы были, оно полностью располагает к такому отдыху. И он нам понравился. За 20 лет посещения Крита мы останавливались в разных апартаментах, в разных гостиницах, в разных поселках и в разных частях Крита. И, конечно, справедливо азбучная истина. Самое главное в апартаментах – это то место, где они находятся, локейшн. Ну и, вероятно, та цель поездки, которую вы перед собой ставите. В этот раз целью нашей поездки были не поездки по острову, не посещение каких-то интересных исторических мест или природных объектов, а просто ленивый отдых в течение недели. Отдых и релаксация. И с этой точки зрения те апартаменты, которые мы выбрали, Ахлия Beach Apartments, действительно были, я считаю, лучшим выбором. Прекрасное месторасположение. Даже не 1 минута, а полминуты до замечательного пляжа с мелкой галькой. Море с очень чистой прозрачной водой. Здесь вообще всегда очень тихо, а после 5 часов вечера здесь вообще наступает тишина. То есть здесь можно наслаждаться природой, отдыхом, тишиной, прекрасным морским воздухом, морским прибоем, и никто тебе не будет мешать. Как бы ты остаешься наедине со всем с этим. Это, конечно, замечательно. Итак, локация апартаментов действительно очень хорошая. И если говорить о минусах, наверное, мне даже очень трудно назвать какие-то минусы. Апартаменты вообще рассчитаны на 4. Здесь есть отдельная маленькая комната, куда можно, вероятно, положить еще 2 человек, наверное, 2 детей. Но это не очень будет удобно, потому что комната маленькая и с небольшим окошечком где-то у крыши. Я думаю, что там может быть ночью достаточно душно. А из плюсов, которые не всегда есть в апартаментах,
исключая про удобное месторасположение, мы уже говорили. Здесь всегда есть хорошая горячая вода с хорошим напором. Это замечательно. Здесь была великолепная сковородка. Мы уже люди с опытом и всегда путешествуем со своей сковородкой. Здесь была замечательная сковородка, хороший выбор посуды, удобная плита. И, конечно, очень большой плюс то, что очень доброжелательные хозяева, с которыми, может быть, нет такого личного общения, но им всегда можно написать и получить позитивный ответ. То есть просьба, например, поменять полотенце, она будет всегда выполнена. И здесь сидит постоянно на стульчике недалеко такая бабушка Элефтерия, которой 96 лет, которая, как мы теперь понимаем, мама владельца этих апартаментов, которая очень доброжелательная, которая нам тоже дала очень много ценной информации по поводу питьевой воды, по поводу того, что вот здесь вот растет прям чуть ли не под ногами эта трава хорта, которая съедобная. И еще нам, наверное, очень повезло, потому что, конечно, в апартаментах, которые так рядом находятся друг от друга, всегда очень важно, кто соседи. Вот нам очень повезло с соседями. У нас соседи все были очень тихие, люди, которые рано ложились спать, которые уважали чужое, то, что называется privacy. И даже рядом с нами живет одна сербская семья с 2 маленькими мальчиками, которые, конечно, днем шумят, но в 8 часов вечера, вероятно, от этого бурного дня у моря они просто засыпают, и больше никого не слышно. Это тоже, конечно, вот в этот раз у нас было таким большим плюсом, но когда ты едешь в такие апартаменты, надо иметь в виду, что очень часто качество отдыха просто будет зависеть от того, кто расположился рядом. Вот это все, что я хотела сказать. Всем доброго утра с острова Крит. Мы уже улетаем домой, сейчас едем в аэропорт, и я покажу процедуру сдачи арендованного автомобиля в аэропорт. В теории мы должны заехать на платную стоянку аэропорта через шлагбаум, запарковаться на свободном месте, сфоткать машину, отправить фотку на WhatsApp рент-кара и оставить ключ в специальном ящике. Ну вот, а сейчас мы уперлись в хвост пробки для того, чтобы заехать на территорию аэропорта. Так, мы проехали через шлагбаум на стоянку, теперь пытаемся найти свободное место. Пока безуспешно. Вот. Угу. Так, ну вроде нашли свободное место. Здесь мы остановились. Надо будет сфотографировать машину, а затем ключи положить в некий шкафчик. Это мы сейчас будем делать. Выхода со стоянки. Вот такой ящик для ключей арендованных машин. Открываем. И тут ячейки. Так, смотрим, где наша Евромотор. Вот она. Вставляем здесь ключ. Все, закрываем. Все, мы все сделали. Так, багаж-то мы сдали. А вот это вот куда очередь? Это очередь на контроль. Сейчас я должен идти в хвост этой очереди. Вот тут настоятельно рекомендуем. Приезжайте в аэропорт заблаговременно. Хотя бы за 2 часа до вылета. А если сдаете машину в аэропорту, то еще раньше. Не менее чем за 2,5 часа. Не слабая. Вот, кажется, здесь хвост.
Долго стояли в очереди на контроль. Затем мы долго искали в зоне вылета свободные места, где можно было бы присесть. Ну, вроде нашли место. Возьмем капучино, а бутерброды мы себе сделали еще дома. Ну вот люди вынуждены стоять, так как мест сидячих нет. А это уже приземлился наш самолет, на котором мы скоро улетим. До свидания, Крит. Надеемся, встретимся еще не раз. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Скоро встретимся еще где-нибудь. Всем пока!